So I was thinking about these toilet rolls. Я размышлял по поводу туалетной бумаги. How many can you use? Я думал о том, сколько человек физически может ее использовать. So I predict that in the next few months, Я сделал прогноз, что за несколько следующих месяцев nobody will need to buy toilet rolls. Никому больше не надо будет покупать туалетную бумагу. I don't want you to think too deeply about this matter. Я не хочу, чтобы вы чересчур много посвящали времени этому предмету. But many people have a huge pile of toilet rolls. Но у многих людей сегодня запасено большое количество туалетной бумаги. It is funny and crazy. Это, с одной стороны, немыслимо, но с другой стороны, это смешно. But it is a real experience for many people. Но для многих людей это очень необычный опыт. Why would you want 20 or 40 or 50 or more rolls of toilets? Зачем вам 50 или 60 или больше рулонов туалетной бумаги? It's because you're so worried about the future. Потому что вы настолько озабочены своим будущим. You cannot imagine there will ever be more toilet rolls. Вы даже не можете представить, что в природе бывает еще больше туалетной бумаги, чем есть у вас. So it is a type of panic. Это, конечно, вид паники. When we have a panic attack, we don't breathe properly. Вы знаете, что когда у нас... Дайте мне, пожалуйста, девчоночки, микрофон. Oh, sorry, you can... Yeah, you better use this one. If you can just... So when you have a panic attack, you don't breathe properly. Когда у человека паника, он не может свободно дышать, он задыхается. Very rapidly you breathe in and out, very rapidly. Частота вдоха и выдоха увеличивается. It's not normal. It happens in a time of deep anxiety. Это человеку не присуще, он как биологический вид для этого не предназначен. Это случается только тогда, когда человек очень много волнуется. We all have times where we feel more anxious than other times. У нас всех есть время, когда мы волнуемся, и бывают моменты, когда мы очень волнуемся, очень переживаем. And a higher level of anxiety is panic. И самый высокий уровень вот этого переживания – это паника. During the sharing, different people mentioned about social media. Когда мы слышали с вами свидетельства, каждый человек говорил о влиянии масс-медиа. Social media is very effective at creating and energizing panic. Сегодня социальные медиа очень эффективны в плане того, чтобы создавать и подливать масло в огонь для паники. Yesterday I looked on Facebook. Вчера я заходил на Facebook. I read a story about people arguing about pasta in the supermarket. Я прочитал статью, как люди начали ругаться по поводу того, кому достанется пачка макарон в супермаркете. I thought, has it come to this? Has this happened now? И я подумал, неужели это правда? Это такое происходит? And then I looked on Facebook and there was a photo of a supermarket somewhere in England. Я посмотрел на ту же страничку в Фейсбуке, и была фотография супермаркета в Англии. And it was a mess because people had just grabbed the food. И было все разбивалось, падало на пол, потому что люди все сметали с полок. But social media takes the worst example. Что делают социальные медиа? Они берут самые худшие примеры. And tells us it's normal. И они говорят, это так происходит везде и со всеми. Это сейчас норма. I went to the supermarket in Dover. Я живу в Довере, я пошел в местный супермаркет. Nobody hit me when I went to buy food. Когда я зашел в супермаркет, меня никто не ударил, только потому что я хотел купить еду. And the supermarket looked quite neat. И все было на местах, все было спокойно. I'm not saying that there are not difficult areas in some places. Я понимаю, что в некоторых районах ситуация хуже, в некоторых лучше. But social media and the news collects, like it harvests all the worrying stories. Но что делают масс-медиа и социальные медиа? Они собирают все самые худшие случаи, они как будто собирают урожай всего сорняка, что появился, и этот сорняк собирают воедино.
At this time, many people are drinking from social media. А сегодня очень много людей не просто пользуются, они питаются информацией с масс-медиа. And the news is continual, just feeding stories. И вы видите, что день за днем появляются новые истории, новые случаи, новые примеры. It can be like a whirlpool sucking you down. Это как будто какая-то, знаете, опасная течія, которая вас закручивает. As we were worshipping, I enjoyed the worship time. Мне очень понравилось время прославления. I could just feel like health or wholeness or just things in my heart being made better. Во время прославления как будто все в тебе встает на свое место. So even if I don't know the Russian language, Даже если я не говорю по-русски, our hearts are worshipping Jesus, наши сердца все равно прославляют Иисуса. and sharing in the knowledge that Jesus is Lord. И мы с вами просто делимся своим знанием, тем, что Иисус является нашим Господом. Us Christians, we don't know everything, Как христиане, много чего мы не знаем, много чего нам непонятно, but we know that Jesus is Lord. но мы знаем, что Иисус Господь, We know that He's saved us. мы знаем, что Он нас спас, We know that He's good and kind. мы знаем, что Он хороший и Он добрый, We know that God began the world, He created it. мы знаем, что Господь создал этот мир, We know that He's never surprised. мы знаем, что Его удивить невозможно And ничем. we know that He will create the end of this earth. There'll be an end. Мы знаем, что Он создал этот мир таким образом, что эта земля, эта цивилизация закончится. We have a foundation. И у нас есть фундамент. Sometimes we might forget it, Иногда мы об этом забываем, and then we remember. потом мы об этом вспоминаем. And as we remember, we become stronger. И как только мы вспоминаем, это дает нам силу. But people who are not Christians don't have that foundation, Но люди, которые не христиане, у них нет этого основания. and people are panicking И люди паникуют, because what they normally stand on потому что на чем они, как обычно, находятся, на чем они базируют свою жизнь, has moved. оно постоянно шевелится, оно переходит с одной формы в другую. If your hope is in the stock exchange or the financial markets, you become really worried. Если ваша надежда в этой жизни на фондовые рынки, на финансовые рынки, конечно, вы будете постоянно волноваться. If your hope is on the aircrafts and the buses and everything happening in the same way, you then become anxious. Если вы надеетесь на то, что автобусы ходили по расписанию, общественный транспорт работал так же, и если что-то где-то меняется, сразу вы начинаете волноваться. So there is a shaking of things that that are normal things are being shaken. И у нас постоянно такое впечатление, что те вещи, которые нормальные, которые обычные, они меняются. And people are panicking because they don't know about the future. Люди начинают паниковать, потому что они не знают, что их ждет завтра. And I pray that in this moment, И я молюсь за то, чтобы в этот момент people become open to God. люди открывали свои сердца Богу. The gods and the trusts that they have haven't been reliable. Потому что все, в кавычках, боги и все предметы, все вещи, на которые они до этого надеялись, они ненадежны. So I feel sorry for the people who are panicking. Я сожалею о тех людях, которые паникуют. I have to check myself that I don't become in the whirlpool of anxiety. Я имею возможность проверить свое сердце, чтобы меня это течение тоже не вовлекло. And even as we were singing, I could feel anxiety going and hope rising in my heart. Когда мы с вами пели, я видел, как от меня отходят все эти волнения и как мое сердце наполняется надеждой. I will read one verse from John's Gospel. Я хотел бы прочитать один стих из Евангелия от Иоанна. John chapter 12, Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, verse 27. 27 стих. 12 глава, 27 стих. Peace I leave with you, my peace I give you. Sorry, is it chapter 12? Chapter 12, verse 27. Verse 27, okay.
Oh, sorry, my mistake. No, yeah, It's yeah. 14. Sorry, my mistake. It's a chapter. John 14. Извините, это Евангелие от Иоанна, 14 Yeah. глава, 27 стих. Извините. Good. You're doing better. So, 14 глава, 27 стих, синодальный перевод, страница 121. I don't give to you as the world gives. So, from the start, Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. do not let your hearts be troubled, do not be afraid. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Jesus says, I don't give to you like the world gives you things. О чем говорит Иисус? Иисус говорит, я вам не даю так вещи, как мир вам их дает. The world is failing in different ways at the moment. Потому что мир, когда что-то дает, он сегодня дает, завтра это уже не нужно, и в этом нет никакого смысла. But Jesus says to us today, remember, it's come from me to you. Но помните, то, что вы получаете от меня, это совершенно иное. I encourage all of us to drink from this in a new way. И я хочу призвать вас питаться этим по-новому. Not like a whirlpool sucking us down, Это не то, когда то, что называется в украинском языке кручана яма. Знаете, в речке есть такие места, когда течение, круговорот, оно вот так закручивает, и ты тогда тонешь, и ты не можешь оттуда выйти. not like that, but like a deep well of water where we can draw and Но get это loving. совершенно другая вода. Это вода, которая исходит из глубокого источника, когда вы берете и берете больше, и этим насыщаетесь, и оно вам приносит радость. Nadia talked about going on the bus. А Надя сегодня нам говорила о том, как она путешествовала в автобусе. She said she felt like royalty. И она сказала, что чувствовала себя как королева. She is royalty. Но она принадлежит королевскому роду. Not because Pastor Dimitri is a king, Не потому, что ее муж пастор Дмитрий король, but because Nadia is the daughter of the king. но потому что Надя является дочерью царя. And she's behaving like the daughter of the king. И она ведет себя как принцесса в плане того, как дочь монарха. And she has a bravery that that daughters of kings have. И у нее есть мужество, которое присуще дочерям монархов. We are sons and daughters of the living God. Мы сыновья и дочери живого Бога. He comes to give us peace Он дает нам мир every day. каждый день. Let's receive it now. Давайте с вами откроем свое сердце для получения этого мира. Let's help those who are worried. Давайте поможем с вами тем, кто переживает. Let's help those who are anxious. Давайте поможем с вами тем, кто впадает в панику. I think there are many, many panicking people. Я вижу сегодня очень много паники. But Jesus can give the panicking people peace. Но Иисус дает людям, которые находятся в состоянии паники, мир. Let's be open this week Давайте с вами на этой неделе откроем свое сердце. and this month Не только на этой неделе и в этом месяце. to say to our neighbors and friends Для того, чтобы сказать нашим друзьям, нашим соседям, that they can have the peace and the joy that you and I have, что они могут иметь мир, они могут иметь ту радость, которая есть у каждого из нас. We don't know the answer to every practical question, Мы не знаем ответ на каждый практический вопрос. but we know a man who can speak into our inner heart Но мы знаем, что есть человек, который может проговорить в наше сердце, so we can stand up, и мы можем тогда стоять, we can live, мы можем тогда жить, and we can use public transport like Nadia. и мы можем относиться к общественному транспорту так, как Надя сегодня нам об этом говорила. Outside of these walls, fear is very real. Вы знаете, что если вы выйдете за границы этого здания, вы увидите, что страх реален. Let's feel sympathy for the people with deep anxiety. Но давайте проникнемся сочувствием к тем людям, которые находятся в этом состоянии паники. I'm going to end these thoughts now by praying. Я хотел бы сейчас помолиться. Shall we pray together? Давайте помолимся вместе. Dear Lord Jesus, thank you for putting peace into our hearts. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам мир в наши сердца.
I pray if there's anybody in this room who's never known your peace, that they will invite it in now. Я молю Тебя за то, чтобы, если в этом помещении есть люди, которые никогда не имели в сердце Твоего мира, чтобы они приняли Твой мир в свое сердце. I thank you that your peace can stabilize or still any anxiety. Я молюсь за то, чтобы Твой мир, он аннулировал какое-либо переживание или какую-либо панику. Father, I pray that our peace wouldn't just be a personal pleasure, Я, Господи, молюсь за то, чтобы наш мир, он не только, but we would be strong enough to be kind to other people, но чтобы у нас была сила и мужество проявлять доброту к другим. that our peace would come out as a smile when we look at strangers, Чтобы наш мир проявлялся через улыбку, когда мы смотрим на чужих нам людей. So we release the power of Christ in our hearts now. И мы освобождаем, провозглашаем силу Христову в нашем сердце сейчас. We commission ourselves to infect other people. Мы себя даем в Твои руки для того, чтобы переносить ту позитивную инфекцию на других людей. With the joy and love of Christ. Инфекцию радости, инфекцию любви Христовой. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Спасибо. Спасибо. So, please take your seats. Yeah. Do you still want me to interpret? Yes, because I will now do the photo. Yes. Okay. So, now I'll introduce my son. Да, я хотел бы представить вам своего сына, This is my son Joseph. сын Иосиф. I'm 18. I've been on 3 trips similar to the one we'll be showing you here. Мне 18 лет, и я принимал участие в 3 миссионерских путешествиях. Одно из них мы сегодня вам покажем. Ukraine, Hungary, and Belarus. Я был в Украине, в Венгрии и в Беларуси. Okay, we have some photos to show you. And how old are you? How old am I? Yes. Because he said his age, you didn't. Я говорю, он-то сказал, сколько ему лет, а этот-то Yeah. молчит. Only 51. Окей, that's fine. Мне только 51. And if we could have the first photo. Да, пожалуйста, первый. Is anybody here from Belarus? Здесь есть люди из Белоруссии. Anybody here got like close family in Belarus? Может, у кого-то есть родственники в Белоруссии? Oh, it makes me comfortable. I can talk easily about Belarus. Да, это означает, что поскольку здесь нет никого из Белоруссии, я могу говорить все, что угодно. If Вы there меня are no понимаете. experts. For my job and for my pleasure, I visit different countries in Eastern Europe. Я, вы знаете, являюсь миссионером, и я очень много разъезжаю по Восточной Европе. So twice I've been to Russia with Pastor Dmitry. Мы уже с пастором Дмитрием были в России 2 раза. I wanted to go to Belarus one day, Я хотел когда-то посетить Беларусь, but in November last year, a prophet spoke to me. но в ноябре прошлого года мне сказал слово пророк, And he said, God has said that now is the time to visit Minsk. и он сказал, Господь сейчас проговаривает тебе, что уже пора тебе посетить Минск. That was the reason for traveling. Именно поэтому я поехал в Минск. So we went as soon as we could, which was last month. Мы поехали, как только была возможность, это было в прошлом месяце. We spent 9 days in Minsk. У нас там было время где-то 9 дней. Next slide, please. So, unusual photo. Очень неординарное фото. We didn't stay in a hotel, we stayed in an apartment. Мы жили не в отеле, а в апартаментах. We wanted to get closer to Belarusian people and not stay with Germans and Americans in the hotel. Почему мы хотели просто посмотреть, познакомиться с белорусами, а не находиться в том отеле, где живут только американцы и немцы. This is our apartment, Это наши апартаменты. and lots of the decoration was all about London. Много декораций, которые напоминали нам о Лондоне. So we were a long way from home, but it felt like Britain.
Мы были далеко от дома, но у нас было такое впечатление, что мы в Британии. Next slide, please. These were our hosts. It's Sergey and Natasha. Сергей и Наташа, принимающая сторона, They helped us with getting around Belarus они нам показывали местность and like showing us what to do. и знакомили нас с тем, что мы можем сделать. They're friends of a apostolic apostle, Alistair, Они знают нашего апостола Алистера, who is held in quite high regards in their church. и они его уважают. О нем очень много хорошего знают. So, as Joseph said, 25 years ago, one of the apostolic pastors was in Minsk. Нам сказал пастор, что 25 лет назад один из представителей апостольской церкви, один из пасторов был в Минске. We've had no contact since then, После этого у нас контактов не было. but the people in Minsk remembered this pastor. Но люди из Минской церкви до сегодняшнего дня помнят визит этого пастора. They had good memories. Они о нем очень хорошо отзываются. And because they had good memories, И потому что у них хорошие воспоминания о нем, they treated us very well. они и к нам тоже неплохо отнеслись. Because they remembered their friend. Да, они помнят, чьими друзьями мы есть. Next slide. Somebody told me Belarus is more Russian than Russia was a number of years ago. Мне кто-то сказал, что Беларусь является более русской, чем Россия много лет назад. To me, this felt like 1980. Я когда увидел это, такое впечатление было, что я попал в 80-е. So this is the underground in Minsk. Это, сейчас скажу, метро в Минске. So for an Englishman, it was really strange because the station is called Lenin and then the old Soviet symbols. Для любого британца, конечно, это очень странно, потому что здесь серп и молот, и станция метро называется Площадь Ленина. Belarus has a really close friendship with Russia. У Белоруссии очень тесная дружба с Россией. But it feels like things are changing. Но есть такое впечатление, что настроения меняются. It feels like things in society are changing. Есть такое впечатление, что настроения в обществе меняются. Maybe politically things are changing. Может быть, на политическом уровне вещи меняются. And we received this prophetic word. И мы получаем это слово от... Я сегодня перевожу на несколько языков одновременно. Слово пророка. And the prophetic word said that there are some heavy doors that God is going to open. И пророчество говорит, что есть тяжелые двери, которые Господь будет вскоре открывать. Please pray for those doors to keep opening and to pray for Minsk. Вспоминайте в своих молитвах Минск, вспоминайте это слово и молитесь за то, чтобы эта дверь открывалась. We believe God has said this is a time of change for the better. И мы верим в то, что это время изменений на лучшее. Next slide, please. On the right is a Pentecostal man. You mean on... Yeah, next to me. Yeah. Okay. Вместе со мной находится местный пятидесятник. We met Christians from different Christian groups. Мы встречались с христианами из разных деноминаций и направлений. We're standing here in the center of Minsk. Мы находимся в центре Минска. It seemed to me that the Christian groups were a little bit separate. У меня такое впечатление сложилось, что христианские группы, они друг от друга изолированы. Maybe the Baptists weren't very close to the Pentecostals. Например, может быть, баптисты не достаточно осторожно относятся к пятидесятникам. The Charismatics weren't so close to the Pentecostals. Может быть, харизматы находятся достаточно далеко от пятидесятников. Let's pray that these groups become closer. Но мы должны с вами молиться за то, чтобы между ними было единение. Next slide, please.
this was a map in Belarusian in the church that the Pentecostal man in the slide before. Мы вам показываем сейчас карту Европы на белорусском языке, которую мы увидели в церкви, где служит тот пятидесятник на предыдущей фотографии. It was quite an odd church. They were really interested in history and culture. Очень интересная церковь, потому что они очень интересуются культурой и историей. And they estimated that about 90% of their congregation were academics. И эта церковь очень специфическая тем, что 90% прихода – это люди с академического занятия. Belarus feels like a hidden country. Такое впечатление, что Беларусь какая-то спрятанная страна. I don't know anybody who's ever been there for a holiday. Я не слышал ни разу, чтобы люди туда ездили на выходные. And I think part of this is like spiritually it's been hidden. И я думаю, что частично это объясняется тем, что и в духовном плане эта страна какая-то спрятанная, изолированная. Please pray that Belarus becomes more popular. И я хочу призвать вас к тому, чтобы мы все с вами молились о том, чтобы Белоруссия была больше на слуху. In Belarus, there are laws that keep the evangelical church down and push it aside. В Беларуси есть законодательство, по которому евангельские церкви, они исключены из социальной жизни, они находятся на обочине социальной жизни. But we believe that that lid, that oppression is going to start to lift. Но мы верим в то, что в скором будущем эта крышка откроется. We received another prophetic word. У нас было еще одно пророчество. When we were in Minsk, the prophet sent us a text message. Когда мы были в Минске, нам пророк направил смс-ку. He said he felt God was going to open a door. И в смс-ке говорилось, что Господь будет открывать дверь and pour in the Holy Spirit. И будет изливать Святой Дух. Let's keep praying for joy to come to the Christians more and more. Поэтому не забывайте молиться о том, чтобы вот эта радость изливалась на христиан все больше и больше. But I think the Christians there are quite strong. Но я думаю, что христиане там очень сильны. They cannot receive missionaries. Не всегда у них получается принимать иностранных миссионеров. But many of them send missionaries. Но в то же время многие из них направляют миссионеров. Praise God, that's wonderful. Это прекрасно. Next slide, please. Oh, anybody ready for lunch? Кто-то уже готов к обеду? So this was our first meal in Minsk. Was it with potato? Potato is the national idol of Belarus. Yeah. Это наш был первый обед. Я специально переспросил, он был с картошкой или нет. Next slide. And the national flower, national symbol of Belarus. Это национальный цветок Белоруссии. Next slide. This was the head pastor of the church. Это главенствующий или старший пастор церкви. Dmitry and his wife Marina. Дмитрий и Марина. And they later introduced us to their bishop. Они потом нас представили своему епископу. Next slide. So we met Christians from different groups. Мы встречались с христианами из разных групп. This man is an Orthodox Christian. Это человек, который принадлежит к православной церкви. He's a friend of Father Antoni. Он является другом отца Антония, которого вы, наверное, помните. Он приезжал и к нам в церковь, и они ездили к нему в церковь в Ставрополь. Oh, yes. So this is Vladimir, and he's a researcher. Его зовут Владимир, он исследователь. You can see this is part of his office, and he's got many more books. Вы видите, что это только часть его кабинета. Вот у него в общем количестве намного больше книг. Это только часть из тех книг, которые у него есть. So his job is to try to
research cults and sects. Чем он занимается? Он занимается по-нашему сектологией или исследованием сект и культов. It was really good to meet him, but a really unusual meeting. Было приятно с ним познакомиться, но это была встреча достаточно необычная. Because I think the word orthodox means like the right path or the true path. Потому что в оригинале слово православие или перевод на английский ортодоксия, это означает правильное направление, это означает истинное направление. So he had an ability to see sectarian alive in flesh. Я говорю, у Владимира была возможность пощупать сектанта. I said it was an unusual meeting. Я вам сказал, что это была необычная встреча, я думали, вы поняли. So some of the books he had on his shelf, У него на полке есть некоторые книги. I have in my library. Те книги, которыми я тоже пользуюсь. But he had them as examples of be careful. Да, но это те книги, которые он хранит как пример того, как неправильно надо учить и неправильно поступать. I asked Vladimir a неправильные question. книги в его библиотеке. Пример неправильных книг. Да, я его спросил. I tried to be a little bit clever. Я хотел показать свою ученость. I know a tiny amount of information about the Orthodox Church. Почему? Потому что я почти что информацией не владею о православном учении. I said, Vladimir, do you have a favorite saint or a favorite holy day in the Orthodox Church? Я его спросил, какой ваш любимый святой и какой ваш любимый календарный праздник? He and he said, yes, my favorite is Jesus. Он говорит, мой любимый святой Иисус. Nobody compares with him. С ним никто сравниться не может. He gave me. He spoke about Jesus like a true evangelical Christian. И он мне, когда рассказывал о Иисусе, он рассказывал так, как будто обычный евангельский проповедник. Let's pray and remember Vladimir. Пожалуйста, вспоминайте в своих молитвах этого человека. Next slide, please. So, when we were in Minsk, we went to a prayer meeting. Когда мы были в Минске, мы поехали на молитвенную группу. Pastors came from across the country. Это была та группа, на которую съехались пастора со всей Белоруссии. This building used to be part of a farm. Это бывшая ферма. The government don't give evangelicals good space for churches. Для евангельских церквей очень непросто иметь и эксплуатировать хорошее здание в этой стране. They had to work really hard to get this old farm. Надо брать, как правило, какое-то заброшенное здание и его приводить в порядок. And different churches use it. И разные церкви его используют. So I've got a few photos of the prayer meeting we had. У меня есть несколько фотографий из того молитвенного заседания, которое у нас было. It felt like a really significant, good meeting. И мне это собрание понравилось. Next slide, please. May I ask you a question? While you were making photos of people, were people careful knowing that who you are and that you will make photos of them, or they didn't care? Я просто задал вопрос, когда он фотографировал людей. Люди чувствовали какую-то опасность, осторожны были, потому что эти фотографии, кто его знает, куда могут попасть. I didn't put any photos from my trip on Facebook. From Facebook. I didn't put any. It was always just. I mean, their reaction when you were making photos. So how did they react? Were they careful with it, or were they afraid? Because it can be used by different, authorities and against them. Yes, there were some things that we couldn't take photos of. Были вещи, которые мы не могли фотографировать. But that church building wasn't one of them. Но здесь мы могли фотографировать. And this one here, this picture. I mean, any photos, because when people know that you are from abroad and you are making pictures, so they may be afraid that it will be used against them by authorities.
And I would say we would either not take them or ask, but we put nothing on the internet, nothing on Facebook. То есть в любом случае фотографии, которые мы делали, мы их не использовали для медиа, для социальных сетей. Yeah. So at this event, they had their own photographer. Например, на этом мероприятии у них был только свой фотограф. And we took their photographs from their Facebook page. И что мы сделали, мы просто использовали те фотографии, которые они сделали, потому что они знали, как, когда и кого можно фотографировать. But I noticed in their photos, they didn't take any pictures of us two. Но что мы заметили, что когда местный фотограф делал фотографии, они нас вообще не фотографировали. Ну, я думаю, вы догадались, почему. Next slide. This is the cowshed when it was a cowshed. Это то, когда этот молитвенный дом был фермой. An old photo. And Еще next, старая next фотография. slide. И следующая. This is an old photo when they were converting it. This would be about 1993, 1992. Это в 92-93 годах, когда они это все приводили в порядок. So, of course, when the Soviet Union fell, there was a sure opportunity in Belarus to do church work. Когда только Советский Союз развалился, то в Беларуси было несколько лет, когда они не преследовались. We feel like there's another new opportunity coming. Но, как я уже сказал, мы чувствуем, что опять дверь для Евангелия будет открываться. This is not a political comment. It's about what God's Spirit is going to bring some freedom. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Речь идет не о политическом климате, речь идет о духовных изменениях. Next slide, please. The old building, meeting in the old building. Собрание еще в неотстроенной ферме. Next slide. Yeah, this is the pictures when we asked for pastors to come forward and we prayed for them. Это фотография, когда мы попросили выйти всех пасторов, и мы за них молились. I was able to pray for them. Я молился за них. It was a privilege. Это была очень большая привилегия для меня. Next slide. It was a great prayer meeting. Очень хорошее было молитвенное служение. Sense of God's presence. Мы чувствовали присутствие Божье. And people who were keen to push and to hold on to God and to move. И мы видели людей, которые очень желали быть с Богом, идти дальше, приближаться к Нему. Next slide. This is the pastors again we were praying for. Next slide. Это пастора, за которых мы молимся. Next slide. Is it a pastor or bishop? Я говорю, это пастор или епископ? Well, I was trying not to look too obvious, so I used this costume. Я хотел внести в свою жизнь какой-то элемент творчества, поэтому, видите, использовал этот костюм. So no, I think this is like a historical or a pagan tradition. Я думаю, что это часть исторической языческой традиции. Just a reminder to pray about the pagan religions. Да, поэтому молитесь также за тех людей, которые еще до сегодняшнего дня практикуют язычество. In Latvia and Belarus, this can be quite real. Например, в Латвии, в Беларуси это достаточно имеет сильные корни. Next slide. Yeah, so the trip was really interesting for us. Нам это путешествие очень понравилось, было очень интересно. Lots of things we weren't used to, Много было вещей, к которым мы не привыкли. like wide streets Вы видите идеально чистые улицы. and being safe at all times. Да, никогда мы не чувствовали себя в какой-то опасности. There were some things we weren't used to as well. Были еще вещи, которые для нас были удивительны. There wasn't many houses, it was all just apartments. По всему городу мы не могли увидеть дома, только многоэтажки, многоэтажные дома. Многоквартирные дома. But we found the trip good and successful. Но, тем не менее, мы считаем, что наше путешествие удалось.
we went to Minsk because God said He was about to do a new work. Мы поехали в Минск, потому что Господь сказал, что для нас готовит новую работу. At this time, we can't see that. В то время нам это не было понятно. We feel optimistic about the future. Мы просто имели такой оптимизм по поводу будущего. We've made friendships. У нас появились друзья. So we're looking forward to returning. И мы с большим ожиданием смотрим на то, чтобы у нас появилась еще одна возможность туда поехать. Not particular at all. We can still... Just if there's any questions. Друзья, может, у вас появились вопросы? Так рассказывали, они до этого ездили, они... Да. Sister is asking about Ukraine. Have you been in Ukraine? And I explained her that she was absent during presentation when you came back from Ukraine. Where exactly have you been in Ukraine? We went to Poltava На Украине мы были в Полтаве. and had a day or two in Kiev. Пару дней мы были в Киеве. I believe that before that you had another trip in Ukraine and you were in Eastern Ukraine or somewhere else. Yeah. Да, это было уже второе путешествие на Украину. Третье или четвертое, да. До этого они были еще в Восточной Украине. Where exactly in Eastern Ukraine have you been? Uzhhorod. No, it's Western Ukraine. Eastern Ukraine. In Kharkiv. Они были Днепро. также в Ужгороде, в Харькове, в Днепре. And that would be. Have you been in Zaporozhye? Because sister is from Zaporozhye. No, not yet. Еще не доехали. I think I probably don't have it ready on my laptop. Да, у меня просто вот те фотографии с последнего путешествия в Украину еще не готовы, я из них еще презентацию не сделал. We could connect through WhatsApp or some way, or the Action Overseas Facebook page. Okay. Or maybe you can prepare it for next time. Yes. Да, на следующий раз, когда Найджел к нам приедет, он нам расскажет о том путешествии в Украину. Потому что он рассказывал и показывал одно из путешествий в Украину ранних. Я просто помню, когда цыганские ребята выходили, каялись на фотографии и так дальше. I remember that during one of your trips to Ukraine, you shown big photos of gypsy guys who were repentant and accepting Christ. Yes, I think that was it. In a few places, but that was in Kharkiv. In Харькове. And Ужгород, да. То есть просто мне запомнились цыгане в Харькове и в Ужгороде. Последний раз в Полтаве были. Да. Это тоже тогда, когда в Полтаве были. So we have a new man who's joined our church in Dover. К нам в нашу церковь в Довере присоединился еще один человек. He's a Polish man with a Slovakian wife. Он сам поляк, но жена его из Словакии. But he's really like an evangelist, Но он очень хороший евангелист. and he has a heart for Roma people in Slovakia. Он очень много работы делает для цыган в Словакии. And he goes to the very east of Slovakia. И он, как правило, работает в самой восточной части Словакии. So he's a new friend, Это наш новый друг. but I could imagine traveling with him to East Slovakia. Наверное, я съезжу с ним также в Восточную Словакию. Спасибо большое.